Добрый день, друзья! Сегодня на нашем канале Вартрос мы будем готовить капусту по нашему семейному рецепту. Но прежде хотела поблагодарить вас за ваши приятные комментарии, за добрые слова, за то, что ставите лайки. Обязательно подписывайтесь, я не сомневаюсь, что вам будет очень интересно. А для нашего рецепта нам понадобятся такие ингредиенты. Капуста белокочанная, цветная капуста, сельдерей, укроп, семена укропа, зонтики, чеснок, острый перец, свекла, морковь. И мы будем сегодня готовить маринад. Для маринада нам понадобится лавровый лист, перец, горошек, сахар, соль, подсолнечное масло и уксус. А подробный рецепт я напишу в описании под видео. А чеснок чистила Ани. Сейчас она будет продолжать чистить еще. Хотела показать вам, как мы чистим чеснок. Для того, чтобы хорошо отходила шелуха от чеснока, мы буквально на 5 минут отправляем в воду. И вот так вот они с легкостью чистят. Вот так. Вот это все она почистила. А я займусь пока цветной капустой. Нам надо замочить цветную капусту в воде, чтобы вся грязь, земля, песок, все, что есть между соцветиями, все осталось в воде. Мы вот так вот счищаем. Разделяем на соцветия и отправим в воду. В дальнейшем просто солем и будем использовать для нашего маринада. Вот так и будем делать. Подготовим сначала овощи, а потом уже будем заниматься капустой. Я взяла морковь. У меня есть такой фигурный ножик для готы. Просто берем, красиво нарезаем на такие любые формы для красоты. Видите, вот так очень красиво смотрится. Вообще ингредиенты на ваше усмотрение. Если вы любите больше капусты, используйте больше капусты. Дети наши очень любят морковь маринованную, поэтому я морковь побольше возьму. Вот так вот нарезаем. И точно так же свеклу. Сейчас я покажу. Сначала напополам, а потом на такие вот кусочки. Благодаря свекле капуста у нас получается бордового красивого цвета. Это немножко можно еще. Приготовим маринад. Я вам напишу из расчета на 1 литр маринада, а сама сегодня буду готовить на 3 литра. Добавляем сюда соль, сахар, немного перемешаем. Добавим лавровый лист. 3 гвоздики. Если у вас 1 литр, значит 1 штучку гвоздики. Еще перец горошком и душистый перец. Я взяла смесь перцев. Я никогда не считаю, сколько штук, просто на глаз
3-4 щепотки, вот так. Далее нам понадобится подсолнечное масло без запаха. И у нас 6% уксус. Я пропорции напишу, если вы будете использовать 9%, сколько вам надо будет. Я буду использовать 6% уксус. Можно и яблочный, но сегодня у нас простой уксус. И мы отправляем наш маринад на газ, чтобы хорошо растворились соль, сахар и все наши приправы дали свои ароматы. Все. И будем мешать вот так. А пока займемся остальными овощами. Займемся нашей капустой. Я верхние листики снимаю всегда. Вот так вот прочищаем. Вырезаем все ненужное. Далее нам надо будет вот так вот порезать. Эту кочерышку я не удаляю, так и оставляем. И режем на такие части. Вот так, смотрите. Видите? Вот так оставляем. И так надо будет нам всю капусту порезать. Все овощи у нас уже готовы. Цветная капуста хорошо промылась. Несколько раз мы промывали под проточной водой. Сейчас мы будем собирать нашу капусту. На дно кастрюли мы укладываем вот такие укропные зонтики. Если у вас вдруг не будет укропных зонтиков, можно заменить семенами укропа. Вот так укладываем. Потом сверху листья сельдерея. Вот так вот делаем. Все, наш маринад закипел. Я выключаю. И вот так плотно-плотно мы кладем нашу капусту. А между капустой морковь, буряк, все овощи. Первый слой положили. Я очень люблю еще вот такой сельдерей. Он очень вкусный, когда маринуется. Я вот так вот срезаю. Они хрустящие, получаются очень вкусные. Вот так кладем. Такой сельдерей. Далее нам надо морковь, буряк. И так каждый слой. Все овощи мы кладем на вкус. Если вы любите больше сельдерея, кладите больше сельдерея. Как вам нравится. Далее мы кладем второй слой капусты. Ой, ничего. Вот так. Капусту мы кладем плотно-плотно, чтобы хорошо вот утрамбовать, так сказать. Вот так. Опять морковь, сельдерей, чеснок. Ани гамова Нура? Ани пока кушает гранат, да? Если большой чеснок, можно вот так напополам сделать. Мелкие зубчики
Можно целиком. Вот так. Еще я кладу острый перец. Вот так вот посерединке делаем такой надрез, чтобы острый перец давал все свои соки. Вот тоже плотно укладываем. Опять буряк, свекла, цветная капуста, это можно тоже сделать напополам. У нас осталось еще много овощей. Я решила вот в такой банке тоже сделать нашу капусту. Укладываем тоже овощи послойно. Вот такой сельдерей тоже красиво будет смотреться и вкусно. Тару можно использовать стеклянную, пластиковую или эмалированную. Ни в коем случае нельзя использовать стальную тару. В кастрюле нельзя делать. Так, укладываем. Перец острый. Так. Чеснок. Я все это утрамбую и потом зальем горячим маринадом. Немного помешаем для растворения всех ингредиентов. Видите, вода горячая. Мы будем заливать именно горячей водой. Вот так вот. Так заливаем, чтобы покрылись наши овощи. Сверху нам надо будет, сейчас я с этой стороны немного. Сверху мы будем класть что-нибудь тяжелое, чтобы все овощи были покрыты нашим маринадом. Вот так. Сейчас посмотрю, как. Еще немного. Вот так накрываем. Вот когда мы уже залили, видите, вот столько у нас маринада. Нам надо сверху какой-нибудь грузик поставить. И вот так оставляем на сутки. Так как нам не хватило рассола для вот этого бутыля, я готовлю новый маринад на 1 литр воды. Как раз я вам покажу, какую соль я использую. Обязательно немаловажный ингредиент — соль каменная, потому что йодированную нельзя, именно только каменную. 4 столовые ложки сахара и также само перец горошком на глаз, 3 лавровых листика, 1 гвоздику, подсолнечное масло и ставим вариться до закипания. Вот так. Заливаем уксус, хорошо мешаем. Вода хорошо закипела. Сейчас подождем еще немного и будем заливать в банку.
Все же маринад закипел. Заливаем в бутыль. Аккуратненько. Капуста таким способом получается именно хрустящей. Сейчас немного помешаю. Так. Берите буряк хороший, видите, вода сразу окрашивается. Сладкий буряк. Он очень вкусный получается. Вот так заливаем. Сверху нам надо хорошо утрамбовать. Вот так вот. Так, по мере возможности, вот мы налили по плечике. Можем вот так вот сделать. Другой крышкой. Ой. Чтобы капуста и все овощи не всплывали. Вот так. Мы, получается, вот так закрываем. И нам грузик уже не нужен. Закрываем крышкой. И это уже так аппетитно, так ароматно. Вы не представляете. Мы вот так вот оставляем на сутки при комнатной температуре. А потом, когда капуста хорошо остынет через сутки, мы отправляем в холодильник и можем употреблять уже. Они готовы. Они хрустящие получаются, очень вкусные. Пробуйте, вам понравится. А также, если вы захотите на зиму, вы вот эти банки стерилизуете в течение 15 минут, закрываете и всю зиму можете насладиться вот такой капустой. Друзья, пробуйте такую капусту. Это очень вкусно, очень ароматно. Это наш семейный рецепт, уже проверенный. И спасибо, что были с нами. До новых кулинарных вкусных встреч. И впереди нас ждет много интересных, душевных и проверенных рецептов.